В Саранске, столице Мордовии, как и в большинстве городов России, на улицах вывешивают рекламу службы по контракту. Большой билборд, например, повесили рядом со входом в новое городское пространство «Сквер защитников Донбасса». На плакате поменьше есть такая надпись: «Решительность, бесстрашие и отвага при заключении контракта до 1,5 миллиона рублей». Если идти дальше, мимо всей этой рекламы, можно добраться до Мордовского республиканского краеведческого музея. В свое время его облик очень критиковал Илья Варламов. Сейчас в этом музее проходит выставка «Победа будет за нами» через букву Z. На экспозиции представлены в том числе военные трофеи. Среди них покрытая копотью табличка «Попаснинская центральная районная больница». Когда-то она висела по адресу город Попасная, улица Солнечная, дом 35А. Центральная районная больница, она же городская многопрофильная, одна из 2 больниц, которые были в 20-тысячном городке. Российская армия взяла Попасную штурмом 9 мая 22 года. Сейчас там ни больниц, ни поликлиник, ни одной даже аптеки. По сути, самого города-то больше нет. Остались около 1% жителей. Существуют они среди развалин. Свою жизнь описывают так. Умирают очень часто. Многие не выносят, вешаются. Ой, боже. Ну, на Капуле мужик же повесился месяц назад. Ну, если честно, Да, в возрасте они не выдерживают. Один мужчина жил сам и уже так 60 с копейками. Тяжело. Тем более на отшибе. Кому-то нужно вот так подумать, да? У каждого свои проблемы, каждый за себя. Он сам жил, как-никак, и, сказал, все, это кратко. Прикольный завод у нас был, завод металлоизделий, швейная фабрика у нас была, пищекомбинат, локомотивное депо, вагон, так тут чего только не было. Жили неплохо, люди в заводе, вот по Попасняне, там почти больше, чем полпопасных жителей на заводе, завод огромный. Вернемся к выставке в Мордовском музее. За стеклом видны 2 мягкие игрушки, с которыми когда-то играли дети. Рядом эмалированный чайник, из такого могли разливать кипяток несколько поколений людей. Справа чей-то выпускной альбом с цитатой Ленина на обложке «Учиться, учиться и учиться». В центре советская книжечка в красной обложке с надписями на русском и украинском языке «Профсоюзный билет». Если бы музейные работники ее раскрыли, можно было бы понять, чья она. Но сверху на нее положили обгоревшую медаль. Плохо видно, но мы разглядели. Это ведомственная награда Министерства обороны России. Ведь тоже трагедия. Был российский солдат, сгинул где-то в Украине, осталась лишь медаль без ленты. У нас про Попасную есть отдельный выпуск, где мы показывали, как выглядел город до своего освобождения. Но скажем еще пару слов. Повод есть, ведь выставку с трофеем оттуда, табличкой от больницы, открывали с большой помпой. Для небольших городков вроде Авдеевки, Марьинки и Попасной школы и больницы – это нечто большее, чем просто социальное учреждение. Это места, вокруг которых крутится провинциальная жизнь и местная политика. В феврале 2020 года в той больнице, откуда табличка, поставили новый лифт, и это было достаточным событием, чтобы написать заметку в популярном городском СМИ «Попасная Сити». Вообще, прямо перед войной в больнице провели капитальный ремонт, завезли новое оборудование. Помог с этим ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, организация, которую уважают и в России. Конечно, не все было гладко. Врачи больницы много жаловались на практики оптимизации, а пациенты были недовольны отделением эндокринологии. Ключевым фактором городской политики стал новый томограф. Под него сделали помещение, сам аппарат купили, привезли, но в эксплуатацию так и не ввели. На сайте Попасной Сити есть даже расследовательские статьи, кстати, все на русском языке. То оказывается, что томограф нужно сертифицировать как ядерный реактор. То возникает бюрократическая путаница из-за 2 названий больницы, которые одновременно и центральная районная, и городская многопрофильная. Последняя статья на тему злосчастного томографа была опубликована 13 февраля 2022 года. И все же больница развивалась, а работавшие в ней врачи становились местными знаменитостями. Например, журналисты в 2020 году сделали сюжет о патологоанатоме Ольге Береговой. Была задача показать, что профессия эта не зловещая и нужная, как и любая другая медицинская специальность. Более того, такой специалист часто помогает живым людям.
Вот мой любимый аппарат, от которого без ума. Я реально получаю кайф, когда мне присылают там рак под вопросом, а я смотрю, а там нет рака. Я человеку, грубо говоря, ну так вот, не то что спасла жизнь, но, по крайней мере, внесла какую-то ясность в его прогнозы на дальнейшее лечение. В том же 2020 году вышел материал о сестре хозяйки Зои Суворовой, которая отдала больнице 40 лет жизни, называла ее своим домом. Самым трудным временем она называет начало 2015 года, когда Попасная была под обстрелом со стороны ЛНР. С того периода, кстати, осталось много сюжетов регионального украинского телеканала «Донбасс-24». Под массированный обстрел попал город Попасная на Луганщине. По словам местных жителей, эта ночь стала самой страшной за последние 2 недели. Снаряды разрывались почти каждые 10 минут. Повреждены многоэтажки и дома в частном секторе. Вылетели стекла в окнах и пострадали фасады. Попасная сама была в составе ЛНР, но недолго. В 2014-м она переходила из рук в руки и осталась в итоге под контролем Украины. С осени 2014-го как раз начался тот страшный период, когда по городу била артиллерия Луганской народной милиции. Было много разрушений, пострадала и больница. Станция скорой в Попасной уничтожена снарядами. Все машины экстренной помощи сгорели. Уцелела лишь одна, которая в этот момент была на вызове. Що можна. Да. Мы уже думали на эту тему. Осколки снарядов повредили частные дома и газопровод. Местные жители не скрывают эмоций. Ну а що я стріляв? Да я понимаю, Ну что так не ты я. тоже. У меня мать одна осталась, Ну, вот і это, що ти блин. на мене кричиш? А на кого мне кричать? После 2015 года на Донбассе началось замирение. Попасную удалось восстановить в рекордные сроки – за 2 года. Это уже второй случай быстрого возрождения города. Первый был после Великой Отечественной. Сейчас, спустя 3,5 года, после того, как Попасную захватила российская армия, перспективы восстановления города туманны. Там не проводится никаких работ. Никто даже не начинал разгребать завалы. В крупных российских СМИ про разрушенный город вообще стараются не вспоминать. Периодически приезжают небольшие медиа и военблогеры, которые констатируют, ничего в Попасной не меняется. Оставшиеся 200 человек живут на грани голода. В российских изданиях мелькал заочный спор между зампредом правительства Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным. Первый считает, что Попасную когда-нибудь восстановят, второй, что это нецелесообразно. И по всей видимости он прав. Непонятно, кто будет там жить. Даже если вложить миллиарды рублей, все разминировать, разобрать руины, построить новые дома. Промышленные предприятия, которые кормили город, уничтожены. Работы нет. Нет и людей. 99% жителей стали беженцами, если не погибли. Беженцы живут кто на западе Украины, кто в Европе. Даже если они захотят приехать в Россию и показать документы, что в Попасной у них был дом, их не пустят дальше аэропорта Шереметьево. Потому и не пускают, чтобы никто не мог приехать и заявить права. Табличку с больницы, с Попасной, которая сейчас выставлена в Саранске, передал в дар Мордовскому музею ефрейтор Миразым Исмаилов. Ему посчастливилось после 2 боевых ранений достигнуть предельного возраста, после чего его уволили со службы. Сейчас это чуть ли не единственный легальный способ вернуться домой живым и не инвалидом. Таких вернувшихся в Мордовии очень мало, и Исмаилов окружен вниманием. Часто дает интервью, проводит уроки мужества, публикует воспоминания. Его сын тоже пошел на войну, за что Измаилова-старшего наградили в Москве знаком «Отец солдата». Это отсылка к названию очень популярного советского фильма. Только мораль в том фильме была совсем иная. Если ты не сажал виноград, не тебе давить его танком. Исмаилов лично принимал участие в открытии выставки. Также ее открывала зампред правительства Мордовии Галина Латванова. Вот что она тогда сказала. Сегодня дело дедов, прадедов продолжают наши ребята, бойцы специальной военной операции. Мы переживаем за них. Мы гордимся ими. Именно их выбрало время, и они стали героями. Мне кажется, такие слова, как гордость, героизм, дело дедов и прадедов здесь не особо уместны. Есть хорошая русская поговорка «ломать не строить». Упомянутые чиновницы деды и прадеды так-то строили города на Донбассе и восстанавливали их после немецкой оккупации. С той выставки есть еще одна примечательная фотография с трофеями.
За стеклом лежат украинские нашивки, пряжка ремня и ранняя версия медали «Защитнику отчизны» с черно-оранжевыми полосами на ленте. В Украине такими медалями с 2000 года донаграждали участников Великой Отечественной. Они есть у большинства живущих там фронтовиков. Видимо, вот от одного из таких фронтовиков или из его дома этот трофей и был получен. А организаторы выставки в Мордовском краеведческом музее даже не поинтересовались, почему на украинской награде есть георгиевские цвета, и положили ее на витрину как военный трофей. Будущим поколениям россиян будет не так просто понять, что вообще происходило с Россией в 20-е годы 21 века. Они даже при большом желании не разберутся в логике путинского официоза. Житель Саранска в этой логике сначала гуляет в сквере защитников Донбасса и проникается идеей: жителей донбасских городов для России как родные. Им нужно помогать. Но через 1600 метров он заходит в музей, и в нем уже должна вспыхнуть гордость. Мол, вон сколько городов и сел Донбасса удалось уничтожить. А как трофей на табличку бывшей больницы предлагается посмотреть. Такого двоемыслия сейчас очень много. К примеру, немногим лучше, чем Попасная, сейчас выглядит Авдеевка. Из 30 тысяч жителей там остались примерно 700 человек. Их даже не совсем бросили на произвол судьбы. На деньги Челябинска и Ханты-Мансийска восстановили 4 многоквартирных дома, поставили дизельные генераторы, и вот как-то они там теперь живут. Но ведь любому адекватному человеку понятно, города как такового больше нет. 700 жителей и 4 здания на дизель-генераторах посреди ничего – это не город. Однако на въезде, прямо на фоне руин, вывесили баннер: «Авдеевка – это Россия!» Не хватает «Ура!». А те 4 дома показывают по российским телеканалам с такой интонацией, будто город расцветает как никогда. В Авдеевке побывал и Александр Малькевич, член президентского совета по правам человека, возглавлявший прежде несколько телеканалов. Не постеснялся, сделать пафосное фото на фоне уничтоженной пятиэтажки. Сравнил со свечой единственный оставшийся подъезд от целого многоквартирного дома. Молитву хорошо не вознес. Восхитился граффити с российским флагом на другом доме, где не осталось ни одного целого окна, зато флаг нарисован. А особенный восторг у Малькевича вызвало то, как стригутся последние оставшиеся в Авдеевке люди. Недорого и, говорят, не сердито. Он опубликовал такой пост с огромным количеством восклицательных знаков и эмодзи. Авдеевка – город, который сражается за жизнь. Здесь много разрушений, но Авдеевка остается городом, в котором живут прекрасные люди. И поэтому его можно назвать сильным и, бесспорно, красивым. Россия уже занялась возрождением города. Я сам видел как минимум 2 дома, которые уже восстанавливают. Мне кажется, все упомянутые люди, от ефрейтора Исмаилова до телевизионщиков, совершают осознанный выбор. Они немного выбирают сойти с ума. Только так можно удержать в разуме несочетаемые вещи и избежать появления вопросов, в том числе к самому себе. Помимо двоемыслия есть и другой, не менее важный прием психологической защиты. Это сознательное ограничение собственной картины мира. Увидев пепелище на месте города, каждый российский солдат сейчас может достать телефон и посмотреть в интернете, что было здесь, прежде чем сюда пришла его армия. Для людей же, называющих себя журналистами, это не опция, а профессиональная обязанность. Но они этого не делают. Хотя в 8 случаях из 10 не понадобится ни понимание украинского языка, ни Google-переводчик. Я упомянул сайт Попасная Сити. Там по ключевому слову «больница» выдается 168 публикаций, из них 152 на русском языке. Там же 25 февраля 2022 года в последний раз выложили PDF газеты «Попаснинский вестник». Передовицы на русском, дальше статьи на 2 языках. Нет никакой проблемы узнать, что это был за город, какие люди там жили, какая история стоит за той синей табличкой с желтыми буквами. А всякий сотрудник Мордовского краеведческого музея мог бы обратить внимание и на то, что в Попасной тоже был краеведческий музей, и жители им очень гордились. В городе был даже локальный культ фронтовика Семена Йоффе, который начал собирать коллекцию еще в 1953-м,
От окаменелостей и византийских древностей до пулеметов времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Было там и большое собрание изобразительного искусства. Сам Йоффе погиб в 99-м, защищая экспонаты от грабителей. Про Попаснинский музей, как про локальное чудо, писали даже в России. А теперь и музей, и его экспонаты уничтожены. Осталась только виртуальная экскурсия по залам, которую успели сделать незадолго до войны. Если мой выпуск увидит кто-то из музейных работников Саранска, я надеюсь, они узнают про погибшее наследие Семена Йоффе. Просто из профессиональной солидарности. Он ведь жизнь отдал за свой музей. Ну и в целом хочется, чтобы как можно меньше людей ограничивали свое мышление лозунгами борьбы с фашизмом и продолжения дела дедов. Интересовались, что происходит не на уровне риторики, а в реальности. Не так сложно посмотреть старую статью или выпуск новостей, сравнить увиденное там с сегодняшним обликом Донбасса и сделать собственные выводы. Стоило ли так защищать русскоязычные города от геноцида, что по итогам ни городов не остается, ни людей? Стоит ли ради такой миссии класть в землю сотни тысяч россиян и еще больше калечить физически и психологически? А еще мне кажется, что важно узнавать мнение тех людей из Донбасса, которых освободили от всего, что те имели. Конечно, далеко не всегда готовы откровенничать те, кто остался посреди руин. Их жизнь напрямую зависит от того, привезет ли им хлеб и консервы волонтер с буквой Z на рукаве. Но вот те, кто эвакуировался из городов вроде Попасной, Авдеевки, Курахова, Часова Яра, Торецка, часто пишут о своем опыте, в том числе и в комментариях под моими роликами. Из Бахмута столько зрителей написали, что нам хватило на целый выпуск. Он целиком состоял из чтения комментариев. Сегодня же прочитаю отклик Анны Сороковой из Марьинки. Такого города сейчас уже нет. В нем буквально остался один человек. Но есть тысячи людей, которые его покинули. И вот что пишет Анна. У меня больше нет того места, где я могла бы сказать «я дома». Нет улицы, по которой я возвращалась вечером, нет запаха кухни, нет двора, где смех знакомых людей. Все стерто. И когда я просыпаюсь утром, я каждый день на секунду думаю, что это был сон. А потом понимаю, нет, это моя реальность. И сердце щемит так, что дышать тяжело. Дом — это ведь не кирпичи. Это чувство, что ты можешь вернуться туда, где тебя ждут, где твое. А у меня, как у всех жителей Донбасса, чьи города и дома стерты освободителями, этого больше нет. И я никогда больше не смогу сказать простые слова. Я еду домой. Такое вот освобождение. До завтра.